Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, почему не стоит общаться с людьми, которые будут говорить вам эти фразы, потому что они отнимают у вас в жизни и деньги, и изобилие, достаток, благополучие, здоровье и многое-многое другое, на что бы вы, в первую очередь, наверное, не обратили бы внимания, а когда проходит период времени определенный, вы начинаете это осознавать. Но дело в том, что у вас это уже забрали. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк, в комментариях напишите слово «род», и тогда вам Вселенная поможет выполнить кармическую задачу и достичь действительно счастья, благополучия и достатка. Если есть желание, напишите слова благодарности своему роду. Даже если вы его не знаете, это не значит, что ваш род вас не оберегает. Помните об этом. Все мы стараемся делать все возможное для того, чтобы наша жизнь была прекрасной, чтобы не сдать в ней нужды и проживать полные радости и счастья дни, ни в чем не нуждаясь и не зная, что такое горести и проблемы. Но для того, чтобы жизнь была такой, нужно постоянно придерживаться правил, налаживать контакт с энергиями, которые нас окружают, стремиться развиваться и становиться намного лучше, не ленясь и не жалея на это времени и сил. Но часто начав двигаться в правильном направлении, многие из нас становятся лень соблюдать все правила, и в таком случае человек начинает отклоняться от выбранного пути, из-за чего постепенно теряет то, что уже приобрел. Поэтому, если вы начали двигаться в каком-то направлении, вам все нравится, что вы имеете в своей жизни, вы счастливы, не ленитесь и продолжайте делать то, что приносит вам такой результат. Да, это непросто, но жизнь, которая у вас благодаря этому появляется, стоит таких усилий. Оттого, если у вас будет постоянно ничего не получаться, вы не сможете притягивать в нее и получать то, о чем вы мечтаете, тратя на это бесполезно свои энергии. Лучше она никогда не станет. Не забывайте, что только прикладывая усилия и проявляя мудрость, знания, можно ни в чем не нуждаться. Да и энергии лучше, конечно же, тратить на то, чтобы получить в своей жизни положительный результат, чем просто безрезультатно их тратить, тратя на это время, а затем тратить еще больше времени на то, чтобы все исправить. Ни для кого из вас не секрет, что наша жизнь напрямую связана с тем, что мы говорим, с тем, о чем мы думаем, ведь таким образом мы наполняем свою голову мыслями, которые в результате притягивают к нам как положительные, так и отрицательные энергии, различными словами, которые мы произносим вслух. Мы отправляем посыл, обращаемся к энергиям, и это нужно делать правильно, прикладывая усилия. Люди, которые тщательно продумывают, что они произносят вслух, как и когда это лучше сделать, умеют управлять не только словами, энергиями, но и жизнью в целом. А вот те люди, которые говорят все, что думают, не контролируя поток слов, выглядят не только со стороны смешно, но и сами себе причиняют вред, а затем не понимают, откуда те или иные неприятности приходят в их жизнь. Люди, которые всегда знают, когда нужно говорить, когда промолчать, не только мудры, но и способны притягивать точные энергии, не желая ничего лишнего. А значит, не распыляют свои сильные энергии напрасно. Конечно же, большинство из такой категории людей к этому пришли благодаря усилиям, контролю и желанию жить полной приятных событий жизнью. Когда вы употребляете правильные слова, произносите их с интонацией, четко, не спеша, вы контролируете эмоции, вы концентрируетесь на важном для себя, и таким образом Вселенная видит, ощущает, что вы знаете, что именно вам нужно, что вы стремитесь жить лучше, что готовы пробовать, учиться, двигаться только вперед, и, конечно же, вы очень скоро получаете в свою жизнь что-то хорошее, интересное, порой еще и подарки от Вселенной, о которых и мечтать не думали. А за ваши старания она решила вас наградить. Если вы посмотрите на людей, которые находятся в вашем окружении, то увидите, что люди, которые придерживаются этих простых правил, имеют более успешную, финансово обеспеченную жизнь, чем люди, которые изначально говорят, а затем уже обдумывают, что же они сказали.
Также люди, которые всегда стараются употреблять только нужные и энергетически сильные слова, имеют такую же энергетику. Они излучают светлые сильные энергии, которые помогают родным, близким к ним людям, а также тем, с кем у них крепкая энергетическая связь, поддерживать биополе в целостности и становиться только сильнее, подпитываясь от сильных энергий, которые они способны притягивать, и таких людей любят окружающие. Люди, которые не следят за словами, которые произносят вслух, не думают о том, что говорят, употребляют грубые слова, такими действиями притягивают негатив не только к себе, но и к тем, кто их окружает. Есть и категория людей, которая способна разрушить жизни людей, которые возле них проводят много времени. Таких людей можно отнести к разновидности энергетических вампиров. Вокруг них не только все окружено разрушительным негативом, но они и разрушают энергетические поля других людей, похищая их энергии, которыми подпитываются, ведь самостоятельно они не желают ничего делать. Им нравится жизнь, которую они ведут. И если вы будете пытаться объяснить данному человеку, что он разрушает все в округе, он не поймет вас, а может еще и обидеться, посчитав, что вы завидуете, что сами желали бы жить такой жизнью, или что вы ничего не понимаете, как нужно поступать правильно. Такие люди слишком ленивые для того, чтобы что-то менять. Они считают, что к ним все должно приходить по первому зову, что они готовы управлять не только своими потоками энергии, но и потоками энергии других людей. Конечно же, это мнение ошибочное, и от такого человека просто нужно держаться подальше, ведь такая связь с легкостью превратит вашу счастливую жизнь в несчастную. Итак, какие же фразы и действия в первую очередь выдают вот эту категорию энергетических вампиров, и на что вам стоит обязательно обращать внимание? Они считают, что только их внешность красива. Они всячески стараются это вам подчеркивать, порой специально говоря вам неприятные слова только для того, чтобы подчеркнуть свое превосходство. От таких людей часто можно услышать такие слова: «Ой, слушай, ну у тебя такие редкие волосики», или «Почему бы тебе не подзагореть, у тебя некрасивый цвет кожи», или «Вот тебе нужно похудеть», или «Тебе нужно наоборот поправиться», или «Эта прическа тебе не идет», и так далее, и так далее. В такой момент они будут пристально смотреть, как бы подчеркивая вам, что ваши, по их мнению, недостатки видны всеми людьми в вашем окружении, хотя их на самом деле или практически не видно, или же они и вовсе отсутствуют. Хотя внешность данного человека будет совсем непривлекательной, все будут бояться ему противоречить, а также бояться обидеть. Такое его воздействие зависит от силы энергетического поля, которым он тем самым давит на вас и скрывает ваши действия и вызывает страх. Такие люди в вашем присутствии будут хвалить кого-то другого, но никогда не похвалят вас. Даже если вы красавица, они подчеркнут внешность мало знакомого им человека, но только для того, чтобы вы ощутили, что вы, например, не такая. Если у вас 2 высших образования, вам пример поставит человека с незаконченным образованием, но с такими словами: «Какая же она умница!» Вот стоит на таких равняться. И увидев дискомфорт в ваших глазах, такой человек не остановится. Он получает удовольствие от того, что так себя ведет. Для такого человека всегда будут хорошими те, кого он плохо знает, но как вы не будете стараться, вас всегда обнаружат или придумают какие-то недостатки. Такие люди любят употреблять грубые фразы. Например: «Слушай, ну ты что, не видишь?» Или «Ты что, ослепла?» Или «Ты что, много слышишь?» Или «Ты что, глупая?» «У тебя что, голова дырявая?» И так далее, и так далее. И вы знаете, это их любимые фразы, которыми они указывают, что человек ничего не может, что за все, что не берется или не возьмется, у него не получается и не получится. На энергетическом уровне они программируют такого человека на неудачи. Он начинает верить в то, что ни на что не способен, притягивает негативные энергии и принимает те, что ему посылают, что наполняет его жизнь депрессией, апатией и нежеланием чего-то добиваться, что, конечно же, порадует человека-вампира.
А тех людей, которые слушают это день изо дня, просто разрушает. Как личность, их жизнь становится наполненной проблемами. Они считают, что идут не по тому пути, их биополе разрушается, и в результате жизнь переворачивается. Выбраться из такого состояния непросто, а порой и вообще становится невозможным, так как сломанный человек просто считает, что все, что с ним происходит, так и должно быть. Такие люди любят преувеличивать все то, что происходит в их жизни. Например, если вы скажете, что вы сегодня плохо спали, в ответ увидите утомленное выражение лица с возгласом «А вот я вообще сегодня не спала». Если вы такому человеку расскажете о том, что у вас в семье проблемы, он вам скажет «Ну, подумай, что же мне проблема, а вот у меня...» Если вы расскажете, что у вас с коллегами возникла неприятная ситуация, в ответ услышите: слушай, ну разве это неприятно? Вот у меня когда-то была ситуация, всем ситуациям ситуация. На все, что вы будете говорить, вы будете слышать, что у данного человека все еще намного хуже. Если посмотреть на поведение данного человека со стороны, оно вроде бы и не кажется странным, так как вашу проблему никто не отбрасывает, но и одновременно вам указывают на то, что ваша проблема не имеет значения по сравнению с проблемами данного человека. Вам нужно научиться со своими проблемами справляться самостоятельно, притягивая нужные для этого энергии. Если же вы будете кому-то позволять обесценивать что-то в вашей жизни, вам не хватит энергии на преодоление препятствий и проблем. А оставшись стоять на одном месте, вы только будете усугублять ситуацию, в которой вы оказались. Также вы должны понять, что если вы от кого-то услышите такое сравнение, что вы пришли за помощью или советом не к тому человеку, и что он принесет вам только еще больший вред. Очень важно это перенести и на ваших детей. Не нужно забывать их мотивировать. Если вы постоянно будете им проговаривать, что вы в их возрасте были лучше, что программа в школе у вас была тяжелее, или же в институте вы больше времени уделяли учебе. Вот, например, пришла к вам дочь и говорит, что ее на танцах похвалили, но в сольный номер выбрали другую девочку. А вы ей в ответ говорите: почему ты плохо старалась? Или же: я тебе говорила, ты мало работаешь над своими движениями. Ваш ребенок пришел к вам за помощью, за мотивационной поддержкой, а вы такими своими действиями не только не дали своей мотивации, вот этой важных слов не дали, но и перекрыли энергетический канал, который за это отвечает. И ваш ребенок в такой момент перетянет не только негативные энергии, но и мысли, подумав о том, что какой смысл стараться, если она и так не лучшая. А если бы вы сказали: не переживай, у каждого своя дорога, ты у меня молодец, я тобой горжусь, в следующий раз все получится, как и ты того желаешь. В такой момент вы не отберете у ребенка энергии, не перекроете каналы, а вы наоборот поделитесь этой сильной энергетикой, подтолкнете в нужном направлении, и ваш ребенок будет стараться стать еще лучше, чем он есть на данном этапе. У каждого человека в жизни бывают ситуации, когда он может проговорить какое-то нехорошее или же нецензурное слово. Если это происходит разово, то никому не принесет вред. Но есть люди, которые такие слова употребляют постоянно, если можно так сказать, бесконечно. Они не могут представить, как им жить по-другому, разговаривая правильно и продумывая, что стоит, а что нет говорить. Что не все люди воспринимают такую манеру разговора, что кому-то это будет неприятно, а для кого-то даже унизительно. Такие слова способны притягивать разрушительный негатив, который разрушит жизнь человека, к которому эти слова относились. Бывает и такое, когда в манере шутки такие слова произносятся для того, чтобы кого-то целенаправленно обидеть, что в такой момент посылает данному человеку сильный посыл негатива, который наполнит его жизнь какими-то неблагоприятными моментами и ситуациями. Не позволяйте людям в своем окружении употреблять такого рода слова, особенно которые относятся к вам, даже если они стараются показать, что это шутка. Таким шуткам не должно быть места в вашей жизни, иначе результат от них может быть непоправимым. Мат притягивает негатив. Чем больше таких слов вы слушаете, тем больше осознанно вы подпускаете к себе данный негатив, принимая его в свою жизнь, соответственно, соглашаясь и на последствия, которые он за собой несет.
Если человек использует мат во время злости, то таким действием он разрывает связь со Вселенной, излучая очень сильный посыл зла, и те, кто в такие моменты находится возле него, также непроизвольно утратят связь со Вселенной, и восстановить ее будет невозможно. А значит, и жить такой полноценной и полной добра и счастья жизнью вы не сможете. Поэтому следите внимательно за тем, какие слова вы употребляете в общении с другими людьми. И не слушайте, не принимайте то, что проговаривают по отношению к вам. А вам от этого некомфортно и неприятно. Общаясь с таким человеком, вы должны чувствовать только уют и желание продолжать такое общение. Если же такого нет, держитесь от такого человека подальше. Прислушайтесь к своей интуиции и сохраняйте свою прежнюю прекрасную жизнь. Помните о том, что вы это можете. Не бойтесь меняться, не бойтесь отказываться от тех людей, которые несут вам зло, которые несут вам ненависть, обиду. Вы должны научиться любить себя и уделять внимание в первую очередь себе, а не тем людям, которые вы или плохо знаете, или которые несут один негатив. Помните о том, что ваша жизнь – это ваша жизнь, и ваша задача внести в нее только все самое лучшее. Помните, девочки и мальчики, об этом. Но прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно в комментариях напишите слово «род» и попросите свой род, чтобы он вам помог в решении ваших проблем. Помните, ваш род, он всегда с вами, и он обязательно вам сможет помочь. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.